Привет всем! Записываю вам видео долгожданное из Walmart с обзором молочки и всяких разных товаров. Поехали! Итак, мы внутри с вами. Walmart – это магазин с огромной территорией. Здесь есть практически все. Мы сейчас с вами находимся в отделе фруктов и овощей. Сейчас я вам покажу что-то отсюда. Здесь большой выбор свежих овощей и фруктов. Здесь у нас холодильник с клубникой и другими ягодами. Тут, как вы видите, много разной зелени, разных трав, морковь, органические и неорганические овощи и фрукты. Мы в Висконсине. Город Ла-Кросс. Вообще Висконсин считается сырным штатом, где сыра производят так много, что хватит на всю Америку. Мы сейчас с вами посмотрим, так ли это. Собственно, сейчас направляемся к отделу сыра. Здесь заканчивается отдел мясной продукции. Здесь у нас сначала тертые сыры, абсолютно разные, моцарелла, сыры разных цветов. Вот такие большие упаковки американские, да, классические. Давайте покажу вам цены тертых сыров. Мы видим за пачку $2.60, $3, 4, 5. Есть скидки, акции. Здесь у нас палочки сырные. Pepper Jack, кстати, очень прикольный сыр с халапеньо. Вот, очень классный. Разные дипы. Даже есть вот такие для ленивых крекерные нарезки. Что можно прям взять и на крекер положить. Классно. Разные сырные ассорти. Опять нарезки пошли. Здесь, как я понимаю, плавленые сыры. Раз мы с вами тут, я вам покажу еще, что меня немножко поразило и удивило. Это отдел с маслом сливочным. Все только про сливочное масло. Здесь, например, оно с разными вкусами. Сливочное масло в шариках, соленое, соленое, разные варианты, разные марки, разная степень жирности. Вот, так что на любой вкус. Ну и самое интересное, ради чего мы пришли, расскажу вам про творог, покажу вам, что здесь с творогом происходит. Вообще для классического американца, когда мы говорим творог, то они под этим подразумевают cottage cheese. Что такое cottage cheese? Это зернистый творог с вот этой жидкостью и с гранулами. Собственно, только такой здесь творог и есть. И вот он, cottage cheese. Есть, например, с большими кусочками. И вот это, например, 4% жирности. Этот, например, с маленькими кусочками. Без жира, обезжиренный. Вот мы, пожалуйста, смотрим. Serving size. Здесь всегда меня это все удивляет. Но мы смотрим на 113 грамм. Здесь будет 80 калорий. 0% жира. Куда же дели жир? 28%. 14 грамм жира на 113 грамм. Почему 113 не 100? Я не знаю. Просто потому что это кап. И здесь нет, получается, энергетической ценности за всю упаковку, только за 100 грамм. Вот. Поэтому считайте. Cottage cheese самых разных марок со вкусами и без. Вот, например, вот эти разные есть, в том числе с луком, с черным перцем, например. Есть вот и сладкие с ананасом разные.
Но если русский человек хочет очень сильно творог настоящий, классический, я вам сейчас покажу, какой он здесь есть. Собственно, вот он, наш герой, Farmer Cheese. Только один производитель и только получается один вариант. Все, больше нету. Этот cottage cheese, вот, да, такого варианта. Это тоже что-то другое. Это с луком вообще что-то, sour cream. То есть здесь вот получается, если хотите творог, тут, пожалуйста, только один вариант. Вот такая вот пачка. 454 грамма творога, почти полкило. Стоит $6,5. То бишь это практически 500 рублей. 500 рублей за полкило творога. Да, вот такие дела. Но есть еще одна хорошая новость. Здесь еще также есть сметана. Если вы соскучились по сметане, есть варианты, например, вот такие, в таких пачках. Great Value, например, это продукт именно Walmart. То есть, как у нас, например, красная цена или что-то такое. В общем, да, у нас в Ашане или в Дикси. Вот, есть вот сметана, sour cream. Есть обычные жирности, а есть вот light, типа меньше жира здесь в ней. Вот. И как всегда, вот они классические большие упаковки, если хотите. Вот такой вот быстрый обзор молочной продукции. Если вам интересно, то буду рада получить ваши комментарии или пожелания по поводу контента. Это был обзор из Walmart. Если вам интересны обзоры из других магазинов или обзор каких-то других продуктов, пожалуйста, пишите.